Всем привет! Мы в славном городе Ботсфьорд. И сейчас поедем грузить айтубы. Будем делать каботажную перевозку. Тут парковочка такая с жестким гравием. Тут вот Лешка, коллега из Питера, стоит, поболтали, чайка попили, гертечные ребята. Термотранзитовский коллектор тут стоит. И еще наша эстонская Анрака. Даже не знаю, может кто-то знакомый. Никого, на спальнике валяется. И в общем мы сейчас загрузим 46 айтубов по последней информации. И тогда поедем в Мельбу красивым маршрутом. Славный городок Ботсфьорд. Портовый городок, очень много российских судов здесь стоит. Мы сейчас спустимся к фабрике и попробуем там развернуться. Фабрика такая своеобразная, зимой туда еще надо умудриться спуститься, чтобы не хапнуть приключений, как говорится. Вот он, Лерой. Так-то хорошая фабрика, душ есть, баня есть. Вот видите, какой здесь спуск опасный. Зимой здесь можно соскользнуть и плюхнуться. Один уже на гертеке так об угол шваркнулся. Там вот сзади мы спускались, об угол шваркнулся. Зимой очень больно. Так, ну... Пум-пум-пум. Вот наша рыбка, айтубы уже здесь стоят. Сейчас... Давайте крутанемся. Так, давайте я развернусь, камеру положу пока. И дальше продолжим. Грузят нам вот такие вот айтубы по 2 штучки. Удобный груз, со стороны тем более. Сбоку загрузка. Шикарно. И поедем 1100 километров на Мельбу. Вот.
Кстати, если вы ставите их роклы, если сбоку не получается загрузить, то роклу можно подвинуть только под этот край. Соответственно, одну вы ставите в угол к стенке, а вторую разворачиваете. Иначе не получится. То есть немножечко надо приложить усилий, чтобы роклы загрузить. Сейчас загрузим 46 штук. И в путь дорогу. Загрузили мы айтубы. У нас по весу получается... Все хорошо по весу получается. Эти весы на 3 тонны больше показывают. Так что все у нас хорошо. Карабкаемся вверх из Батсфьорда. Живописный вид тут открывается. Все красивенько, все хорошо. Солнышко светит, погода супер. Рейс удачный в том плане, что спешить никуда не надо. Нам ехать 1074 километра, и выгрузка у нас послезавтра утром в 6 утра. Холодильник врубили на -5, потому что за бортом плюс 15. Дорога чистая, никого нету. Понедельник. 3 часа дня, вообще шикарно. Наслаждайся видами. Я думаю, сейчас где-то тормознемся и запустим дрончика. Снег лежит. Много причем снега. Я помню, предыдущие года я тут катался. Не было столько, не оставалось. Все растапливало. А сейчас, скажем так, аномальная жара вот только-только пришла в Норвегию, по большому счету. Вот только-только начала здесь поджаривать. Да, R500 очень тяжело идет. Очень тяжело. Кстати, в следующем ролике я расскажу о том, как вообще фирмы, по крайней мере в Эстонии, и выбирают себе машины. Многие фирмы, основываясь на чем выбирают кабину и тип кабины и тип двигателя. Думаю, наверное, будет интересно. Но это мы будем записывать после этого рейса в Мельбу. Остановились с вами в таком местечке Гьедне. И здесь развилка с Берлевок. То есть туда идет, оттуда мы приехали, дорога на Батсфьорд. А вот туда идет дорога на Берлевок. А нам вот туда, вот на Танабру. Проверим холодильник. Ох, ветрюга. Замораживает. Уже потихоньку замораживает. Нам надо, чтобы это все дело заморозилось, потому что нельзя, чтобы текла рыба. Норвегии этого не любят.
А у нас здесь боковые створки, уплотнители так себе, прицеп старенький. И нельзя, чтобы текла рыба. Этот кран у нас все равно забит сливной. А вот этого быть не должно. Поэтому сейчас будем замораживать рыбку. Минус 5. Главное, чтобы воду схватило, а в остальном ничего страшного. Такие вот дела. Топливо еще вот столько хватает. Вот такой пейзаж вокруг. А так здесь снегоуборочная техника зимой обитает в этих боксах. И некий перевалочный пункт для коллекторов рыбных. Рыбные коллектора сюда нам рыбу привозят частенько с Берливок, чтобы мы не делали крюк. Ехали дальше по своим, так сказать, делам. Замечательно у нас получилось запустить дрончика. Молодец, он справился с ветром. Ветер на самом деле довольно-таки сильный. Маленький облетик сделали так, чисто символически показать, что вокруг. Выше в горах, я все-таки думаю, его пока не стоит сегодня пускать. Все-таки он у меня один и первый. А пока можно полюбоваться холмисто-горными пейзажами Норвегии. Коллега нас сейчас опередил, пока мы там снимали. Тоже в Басфьорде загрузился, но у него экспорт. Он идет на Швецию, на Теры, через утеки границу. А мы идем через Кивиломпола, через Финляндию на Швецию транзитом и на Бьорнфель. Граница такая. Завтра увидите. Постараюсь показать, что там и как. Ну, что-то мы разогнались, наверное, да? Но больше не меньше. Норвег не отстает сзади. Везет стройматериалы. Где-то там сзади болтается. Точнее, не стройматериалы, а строительную технику. Видимо, в Берливаге какой-то ремонт был. Он как раз с перекрестка шел. Но здесь правда, здесь ни полиции, никого в радиусе многих километров нету. До Танабру 70 километров. Думаю, наверное, сходим там в душ, приведем себя быстренько в порядок и тогда поедем уже дальше. Чучело у обочины зачем-то поставили. Оленей пугать, наверное. Прекрасные пейзажи, замечательные. Ну а нам надо ехать. И желательно сегодня пройти побольше. Я знаю одну лесную парковочку в Швеции. И мы попробуем сегодня до нее доехать и на ней запарковаться. Мне она очень нравится. Недалеко от Виттанги.
там встать и заночевать. Было бы очень замечательно. Подъезжаем с вами к парковке грузовой в Танабру. Заедем привести себя в порядок немножко. Так, ребята пропускают, спасибо им. Lotus Baltic а-ля Гертека. Нам вот туда вот надо будет пойти, помыться, постираться, привести себя в порядок, полчаса паузу открутить и продолжить наш путь. Кстати, парковка вчера была здесь довольно-таки плотно забита, сегодня все разъехались. Значится, рыбка пошла с понедельника. Ух, какая пылюка. Это минус этой парковки, то что она очень-очень пыльная. Так, паузу, оп. И пойдем мыться, стираться. Парковка на самом деле довольно-таки большая. Тут очень много машин влезает, и еще электричество есть. Так что все вообще хорошо. А здесь автобусная станция. Такс. Ну, души все разломаны, в принципе, старые очень. Прям ужас на самом деле. Но что есть. Здесь примерно такая же картина, но чуть почище. Давайте, наверное, сюда тогда пойдем. Тут свет выключим. Тут вот такая кухонка. Кухонка маленькая. Помыться, приготовить, поваляться, отдохнуть, если прям желание есть. Видел ребят, которые здесь зимой прям таки спали на полу. Вот тут вот прям на полу спали, потому что топливо экономим на Вебасту. Кому знакома такая тема про экономию топлива? Признавайтесь. Ладно, на связь выйду, еще не отключайтесь. Привели себя в порядок. И теперь план на сегодня вообще такой, что проеду где-то еще часиков 7. И тогда тент поехал наш. Вон там желтенький тентик. Volvo. И тогда вот хочу дотянуть до этой парковочки лесной. Там переночуем, сделаем, наверное, 9. И завтра оставшийся маршрут не спеша, наслаждаясь видами почти Лафатенских островов, поедем через Бьернфель. Вот такой план. Тормознули с вами на 45 минут паузу на пересечении 92 и 45 дороги. Вот там вот направо поворот, это Альта, а нам надо будет налево. Кстати, на этой парковке лесной, тут кармашек, очень часто тоже коллекторами рыбку подбираем, особенно зимой. Делаем паузу, сварим чаек и, может быть, пущу дрончика чуть-чуть здесь, облететь окрестности, вам показать, как это сверху выглядит. Здесь речка есть, зона отдыха, вроде как там лесная, еще одна для туристов.
И поедем дальше. Впереди у нас граница Норвегия-Финляндия, потом из Финляндии зайдем в Швецию, там, где вот я снимал ролик про Лапландию. И там проедем еще буквально 90 километров и будем отдыхать. Так, друзья, давайте заправимся. Раз синхронизация. Заправим как можно больше топлива и поедем дальше. Плохой магнит на пистолете. Так, ну пошла заправка. Мошкара, конечно, просто убивает в таком количестве, что никакой химии на них не напасешься. Так, ну лабаш мы хотя бы намочили. Пусть отмокнет немножко. А там посмотрим. Давайте на старт-стоп поставим. На старт-стоп и посмотрим заодно, сколько он может удержать температуру. Удастся ли нам ночью поспать на старт-стопе или не удастся. И еще нам надо заправить холодильник тоже. Помимо баков, еще холодильник. Делаем это все на молоточках. Не халтурим. Так, ну все вроде. Отблуха есть. Переходим к топливу. Сразу открутили побольше шланга, чтобы на тот бак перекинуть. Кстати, порядок заправки. Обычно заправляется первым основной бак, резервный вторым. Там даже на резервном баке инструкция нарисована, что обязательно сначала первый, потом второй. Комаров просто немеренное количество. Ужас просто. Кстати, это для синхронизации.
Ну, друзья мои, доброй ночи. Мы добрались до парковочки под названием Субталлин. Субталлин. Но это не Таллин и не Суп. Никого нету. Там один кемпер, там есть туалет, зона отдыха полноценная. У нас тут очень живописно, туман. Очень тихо и спокойно. Солнышко еще где-то там за деревьями. И вот мы одни здесь. Стали так, чтобы рыбка стекала на обочину. И никому не мешать, если кто-то еще приедет. Пойдемте ножки разомнем, я покажу быстренько, что тут есть из интересного. И, разумеется, сверху тоже покажу. Тем более кадры могут быть красивыми. Теперь вопрос, делать паузу 9 часов или 11? Технически, конечно, если 11 сделать, то есть риск завтра не успеть до 8 вечера запарковаться. Так как выгрузка якобы на 6 утра, но я что-то сомневаюсь, что в 6 утра кто-то будет меня выгружать там в Мельбу. Поэтому, в принципе, можно поиграть временем, я думаю. Посмотрим, лягу спать, будильник не заведу. Как проснусь, так и поеду. Кемпер тут сунулся, спит. Там кто-то в легковой машинке даже спит. Финны путешествуют. Ну вот и смотрите, какая здесь прелесть. Столик. Есть где посидеть, есть на что поглазеть. Все аккуратненько, все чистенько. Есть даже пандус для того, чтобы инвалиды могли сюда заехать. Видите, все продумано. Подсветочка на темное время. Ну и, собственно, сама будка с удобствами. Вот такая вот парковочка. Чисто, скромно, аккуратно. Всем привет! Мы в пути. Нам осталось 302 километра до Мельбу. Мы все так же в неспешном режиме. И сейчас делаем перерыв на парковочке под названием невыговариваемым. Но парковка прикольная. Частенько здесь на Е10 отдыхаю. Уютненько. Спокойно,
живописно. Так, сразу же надо посмотреть холодильник. Все, огонь. Горы. Тут теперь специальное место под фуру расчертили. Под одну. Здесь, само собой, туалеты есть. В общем, красота. План у нас в силе. Доезжаем до Мельбу. Я думаю, до Стокмаркнесса все-таки. И там отдыхаем. И завтра утром выгружаемся. Вот тут ветер тоже. Кстати, друзья мои, здесь наконец-таки наступило лето. 26 градусов. На солнце невыносимо. Под утро сегодня пришлось заводить двигатель, потому что, ну, прям вообще никак. Ничего не спасало. Так что, наконец-таки, в Заполярье лето. Смотрите, какая прелесть. Все для костра, для мангала. Вот здесь можно суточки отстоять спокойненько. При желании даже больше. Горная река с гор приходит и впадает в это огромное озеро. Кстати, на льду этого озера снимали какую-то часть форсажа, кусок форсажа, то ли 8-го, то ли какого-то, где они там на подлодке вроде гоняли. Как-то так. Вот еще одна зона отдыха. Вон там поезд с рудников идет. Здесь, кстати, Кируна и вся вот это вот, весь район богат, видимо, какой-то рудой. Здесь добыча идет просто 24/7 постоянно. Добывают. Огромные разработки, просто эпических масштабов. Так, ну я думаю, мы здесь сделаем 15 минут паузу. Потому что остается 300 километров, но как бы по таким дорогам, ну, только-только. Кстати, здесь еще на этой парковке есть, смотрите, закрытый домик. Тоже отдохнуть, посидеть, поесть. Прекрасно вообще. Супер. Молодцы шведы. Сейчас я вам название покажу, чтобы вы прочитали, а не слушали, как я пытаюсь его произнести. Если будете здесь, заезжайте, не пожалеете. Пожалуйста. Просто прочитайте и запомните. Не пытайтесь произносить. Оставайтесь на связи. Обязательно еще чего-нибудь интересное покажу. Кстати, у кого вопросы, почему дорогу не показываю сейчас, просто посмотрите. Смотрите, на что похожа машина. Это просто кладбище, одно сплошное кладбище. Лабаш мертвый абсолютно, он его не отмывает никакая химия. А если отмывает, то через 5 минут опять, как будто дождем залило мошкарой. Так что, ребята, это просто безнадежно. Посмотрите, как тут чисто. И что здесь. Ужас. Так, ребятки, мы с вами на границе. Бьорнфельд. Там Норвегия, сзади Швеция. А здесь это площадка, на которой меня первый раз вообще транспортники в жизни проверяли. Причем так серьезно проверяли. Вот. Все, что нам надо, это отдать МРН-ку. И я думаю, это все займет минуту. Давайте проверим.
Ну что, заждались? В общем, друзья, мы в Мельбу. Жара адская, просто вообще нереально. 30 градусов. Это, ну, почти Лафатенские острова. Просто катастрофа. Я вот в тенечке спрятался за прицеп, потому что ад. Просто ад. Неожиданно. Городочек Мельбу довольно-таки оживленный. Здесь паромная переправа рядом. Вот здесь линии. Вот там паромчик дымит, уже ждет кого-то. Это пустые айтубы, наверное, которые мы возьмем. А где-то здесь сейчас приедут нас выгружать. Потому что здесь никого нету. Я позвонил по номеру главного офиса. И нас должны приехать выгрузить. Сказал, через 20 минут дядечка. Вот там дверь главная, там номера телефонов. Позвонил некому Марианну, сказал, что я тут. Он сказал, да, хорошо, мы готовы. А вот, наверное, и погрузчик. Давайте спросим. Hello, sir. I have a fish.
iTubes. It's you can take it here, or you need me to? You will take from the back. Yeah. Oh, I think it will be difficult because they was loaded from the side. Okay. If maybe it's easier for you to take it from the side. No. Okay. The car. Take the, Over there, Yeah. back there, and then open. Yeah, I will do. Thanks. Все, сейчас выгрузят нас со стороны. Так, холодос выключаем. Нечего. Сдадим назад и нас выгрузят. Дядька захотел на рампу, я говорю, на рампе тебе невозможно будет взять, потому что загружали со стороны. Он, ну, норвег, не очень понимает по-английски. Опа! Асфальт бы здесь не разорвать, потому что мы реально просто здесь жара. Просто до свидания полное. Так, давайте с вами куда-нибудь поедем уже задом. Сказал against the gates. Вон он там ждет нас. Ну, покажешь что-нибудь нам? Да, показывает еще. Так, выровняем, чтобы открыть можно было. Опа, все, супер. Молодец, дядька. Ну что, друзья, выклинчил я еще и душ, искупался, как говорится, и наш тур подошел к концу. Рыбку мы выгрузили успешно, и теперь надо чуть-чуть переехать от солнышка. Я думаю, спрячемся тут под домик под один. Вот, надеюсь, нас за это не заругают. И будем отдыхать. Это был идеальный рейс. Просто идеальный дальнобой, потому что нас загрузили, получается, в понедельник.
Полностью понедельник я проехал. Спокойно, не спеша. Встал на красивую парковку, сделал красивые кадры. Останавливался по пути, никуда не спешил. Потом проехал оставшийся путь тоже по прекрасному маршруту, не спеша. С чувством, с толком, с расстановкой. Все замечательно. Парковки культурные, души есть. На фабрике встречают, выгружают рыбу. Единственное, что я думал, я почти уже запарковался. Логист написал, говорит, а езжай, говорит, сегодня выгрузят. А мне 15 километров оставалось, я такой приехал, позвонил, вот, как я сказал, и меня выгрузили. Замечательно. Так что наш идеальный дальнобой на сегодня окончен. И будем ждать дальнейших распоряжений. Когда выйдет этот ролик, я думаю, я уже буду в пути. Потому что монтировать очень много. И до новых встреч. В следующем выпуске поговорим, наверное, как выбирают машины наши фирмы, по какому критерию. Пока-пока.